Добрый день, дорогие друзья в Дхарме. И еще раз добро пожаловать всем зрителям во всем мире. Пусть эти несколько коротких сессий принесут вам какую-то пользу. Я не могу достаточно часто повторять, то есть я не устаю повторять, что то, что выглядит как комментарии, от которых я вам помогаю получать удовольствие во время этих сессий, они могут, это может звучать как что-то очень сокровенное и так далее. В конечном счете, это мои собственные концепции, мое собственное индивидуальное понимание, и это не на 100% близко к настоящей мудрости и так далее, поэтому не нужно применять себя. Думаю, что это нечто очень драгоценное. Тем не менее, иногда, когда слушаешь чьи-либо мысли, то иногда они имеют такое качество, они помогают нам установить связь с нашими собственными мыслями. Если в этом нет мудрости, то, по крайней мере, у нас есть концепция. По крайней мере, это нечто осязаемое. Мы к этому привыкли. И поэтому концепции могут устанавливать связь с концепциями. И поскольку в концепциях есть что-то схожее, это может помочь нам отставить в сторону различные блоки, такие как идея уникальности нашей собственной культуры или менталитета или обычаев, и найти общую основу. Может быть, это вполне реалистично. И благодаря этому, может быть, мы найдем такое чувство комфорта, и это поможет нам соприкоснуться с различными видами поверхности Буддха-дхармы. Например, вот эти учения. Как мы можем видеть, посредством нескольких сессий невозможно охватить всю тему. Это действительно требует времени. Это не означает, что это очень трудно. Это не означает, что это не наша лига.
Это просто показывает, свидетельствует о том, что это довольно интересно. Это просто свидетельствует о том, что нам не следует это недооценивать. Не следует недооценивать простоту этого. С нашего рождения нас учат думать, что если это что-то стоящее, то это должно быть чем-то сложным. И поэтому это стоит ценить, соответственно. Но, что касается этих учений, что действительно происходит, здесь показана простота и показано также то, как не следует пренебрегать простотой. И поэтому это выглядит трудным, но на самом деле это просто очень интересно. И мы никогда не можем дойти до конца, так сказать. Поэтому в большинстве литературы, когда заканчиваешь чтение книги, то на этом все заканчивается, и нужно перепрыгивать на другую, потому что если читать будешь ее снова, то это кажется излишним. То есть вы чувствуете, что вы все это уже видели, и вам нужно переходить к чему-то другому. Но что касается этих текстов, конечно, когда я был маленьким, я слышал от своих учителей, что это именно так, что эти тексты, эти писания, эти сочинения, когда действительно в это вдаешься, то никогда не закончишь читать, будешь читать снова и снова. Они представляют, конечно, это так, что ты никогда не сможешь это понять, никогда невозможно понять. Конечно, я говорил, да. Но впоследствии, сейчас я собираю кусочки, и действительно, я понимаю, что они пытались сказать, что это поистине интересно и не похоже на любую другую литературу. То есть никогда не можешь дойти до конца. То есть кажется, что есть какое-то завершение, кажется, что есть какой-то окончательный ответ, кажется, что вот кульминация будет за углом, и поэтому хочешь читать еще и еще. И возникает какая-то такая увлеченность. Чувствую, что если я прочитал дважды, и я приблизился к кульминации. Поэтому, даже если вы все тщательно закончили до последней страницы, у вас остается такое чувство, что если бы я еще раз прочитал, может быть, я смогу найти эту кульминацию. И я полагаю, что так оно и есть. Поэтому те, кто действительно этим наслаждаются, они действительно буквально превращают свой дом в библиотеку, так сказать. Вот так же было с со многими моими учителями. Они этим очень наслаждались. И вы можете сейчас посмотреть, если прийти в гости к Семпе Дорджи, к профессору Семпе Дорджи, вы увидите, что все пространство занято книгами. И это не так, что он находит новые книги. Наоборот, он возвращается назад ко все более древним книгам. То есть то, что он читал с детства, можно сказать. И это также показывает в каком-то смысле приверженность, преданность. То есть кажется, что ты лоялен к какой-то литературе, но с другой стороны, другой угол зрения, это не потому, что вы к этому лояльны, или же вы непоколебимо верующий. Вы просто вдруг находите это очень интересным и просто наслаждаетесь. И поэтому никогда не можете отставить в сторону. И, наверное, поэтому это, я не знаю, может быть, немножко противоречит тому, как мы воспитаны,
тому, как мы учимся, что мы должны переходить к чему-то свежему, чтобы обеспечивать, что наш ум не стагнировал. Нам нужно находить что-то новое. Или же вот эта идея, что прошлое может нас схватить и не давать нам двигаться вперед. Я не говорю, что мы должны пересмотреть заново вдруг то, как мы подходим к чему-либо, как мы относимся к чему-либо. Просто хорошо об этом знать, это интересно это знать. Я прочитаю несколько строф по-тибетски. Это известно как лунг или устная передача. Затем я также прочитаю строфы на английском языке из двух различных переводов, которые у меня здесь есть. Dimte mai bajejin jewo nganchne bejan semje mande tawdo song mai dunghal chungui chawbang mai bajena dunjom rinjom chawbada semje mata jime song choban denden nejena jewo ngambe thone sam bame thona nejang rong domchen temba nyamin jur dagi niedang kurdetang ludang sowa melashin gewa jenyang nyamlai semne namyang nyameja semsong deba namlane jembatang hejinta sola babjang songshikje dane tetar tamojor neji trube medane lenam kunlan thumeba tejin mombe sem truba lenam kunlan thumeto hejin mebe semdembe thedang samdang gombaya lodol bombe chujinto jembalane temene Töden deba jendane zomba lulen dumayang hejin mebe gönchabe dongwe nyodan jebran jur hejin mebe chungkunda jemba nyembe jendangwe sonam dane nyesajang gumbe chojin ngendron ro nyomon chungkun sondene lakab sowar jebade lani june genchojin dendru sojang jombrache dewe jemba yigone gudanam yametong sonang ngendro nebada jembara chede nyewarja When in wild, unruly crowds, в дикой буйной толпе I'm careful and attentive of я my осторожен wounds. и внимателен в Likewise, отношении своих where ран, in evil точно так же company, this недоброй wound, компании, my mind, эту рану, мой I will ум, я constantly буду protect. постоянно оберегать. For if I carefully protect Поскольку, my если я буду wounds, внимательно because I оберегать feel свои the раны pain of от my того, что страшусь injuries, боли небольших why повреждений, should I not protect то the почему мне wound, оберегать that is, эту my рану, мой mind, ум, for fear of being crushed страшась того, beneath что the буду cliffs of раздавлен hell? под скалами в аду? If this is how I Если я act and буду live, так действовать и then жить, even in the тогда midst of даже evil посреди folk, недобрых людей or even или при общении with the fair women, с all is well. красивыми женщинами, There is все a будет хорошо. translation here, probably Здесь в переводе, that is questionable. наверное, он сомнителен. Here in Tibetan, Здесь по-тибетски some says it's written as некоторые говорят, the что opposite gender, the написано, women, что but противоположный some пол женщины, say that но некоторые it's говорят, что instead a вместо Tibetan этого sort of typo sort там of thing. это тибетская That, печатка, it could печатка в mean тибетском тексте, amongst, и это or могло even означать with, or среди, amongst, among the what you call, как это называется? Палме по-тибетски. Among those who are Среди тех, who lack кого mindfulness, нет
внимательности, осознанности. Поэтому это следует отметить, заметить. Там говорится, что все будет хорошо. Мое постоянное соблюдение обетов не придет в упадок. Мое имущество, моя честь, все может уйти, а также мое тело и средства к существованию. Даже если другие добродетели придут в упадок, я никогда не допущу упадка ума. Все, кто хочет оберегать свой ум, поддерживайте свою внимательность и самонаблюдение. Охраняйте их даже ценой жизни и здоровья. Сложив ладони, я прошу вас об этом. Немощные по состоянию здоровья, беспомощные, лишены силы действовать. Также и ум, когда скован неведением, бессилен и не может выполнять свою работу. Те, кто не поддерживает самонаблюдение, хотя они слышат учения, размышляют над ним или медитируют, так же, как вода высачивается из сосуда с протечкой, их познания не укоренятся в их памяти. Многие наделены радостным усердием, они также эрудированы и наделены верой, но из-за отсутствия самонаблюдения они не избегут изъяна грехов и падений. Отсутствие самонаблюдения – вор. Он прокрадывается, когда внимательность ослабевает, и всю собранную нами заслугу крадет. И тогда мы отправляемся в низшее перерождение. Мрачения подобны банде грабителей, ищущих возможности напасть на нас. В лучший момент они крадут нашу добродетель и громят жизни тех, кто со счастливой судьбой. Поэтому от ворот моего ума моя внимательность не должна отлучаться. Если же она отходит, то ее нужно звать обратно мыслями о муках низших перерождений. В другом переводе говорится: поскольку это так, я должен хорошо оберегать свой ум. Без дисциплины оберегания ума, что за польза от множества других дисциплин? Так же, как я был бы внимателен и осторожен в отношении раны посреди суетящейся неуправляемой толпы, я должен всегда оберегать рану своего ума, когда живу среди вредных людей. И если я осторожен с раной, страшась даже небольшой боли от нее, то почему бы мне не оберегать рану моего ума из страха оказаться раздавленным горами в аду? Если я буду вести себя так, то будь то среди вредных людей, или посреди женщин, здесь, я думаю, тоже ошибка, потому что в тексте Тогме Зампо, это один из авторов тибетского комментария, конечно, великий Бодхисаттва, он сочинил 37 практик Бодхисаттвы, и в его комментарии говорится, что это опечатка, что это не вопрос пола здесь, это даже среди диких людей, буйных людей, можно сказать, в диком окружении, постоянное усилие управлять собой не придет в упадок. Лучше быть без богатства, чести, тела и средств к существованию, и лучше позволить ухудшиться другим добродетелям, чем допустить когда-либо упадок добродетелей ума. О, желающие оберегать свой ум! Я прошу вас, сложив ладони,
Всегда усердствуйте в том, чтобы оберегать внимательность и бдительность. Люди, которым досаждает болезнь, лишены силы делать что-либо полезное. Так и те, чьим умам досаждает запутанность, лишены силы делать что-либо благотворное. Что бы ни изучали, над чем бы мы ни размышляли, как бы ни медитировали, те, в чьих умах нет концентрации внимания, так же, как вода, протекающая в вазе, это не сохранится в их памяти. Даже те, кто обладает обширными познаниями, верой и способностью к усердию, будут загрязнены моральными падениями из-за ошибки отсутствия концентрации внимания. Воры несконцентрированности, пользуясь ослаблением внимательности, будут красть даже те заслуги, которые я надежно собрал, и мне придется отправляться в низшие перерождения. Шайка воров моих собственных вредных концепций будет искать удобного случая, и когда он подвернется, украдет мою добродетель. Да, это может быть. Иногда из-за этих простых ошибок возникает множество эмоций, это возбуждает много эмоций, без какой-либо причины, вовсе без какой-либо пользы. Вот об этом следует помнить. Я уверен, что для большинства из вас, кто не слишком знаком с такой литературой, может быть трудно понять этот стиль, тон, интонацию этих учений. В комментариях в каком-то смысле есть польза, но одновременно иногда может происходить так, что они мешают нам понять, что действительно пытается сказать автор. Поэтому я еще раз повторю совет моих учителей, что всегда хорошо обращаться к коренному тексту. И если есть комментарии самого автора, его или ее, то стараться использовать сначала их, а потом уже комментарии, которые намного позже возникли. И сказав все это, то, что я пытаюсь также подчеркнуть, это интонация учения. Наверное, я уже говорил об этом в первый день. Учения могут казаться на каком-то уровне слишком традиционными и одновременно слишком вышедшими из употребления, устаревшими. Если это происходит, то прежде всего это нормально. Поэтому нам не нужно предупреждать себя об опасности. Во-вторых, если мы не блокируем себя сразу же, просто потому что это не соответствует тому, что мы хотим услышать, на самом деле это может быть весьма интересно. Поэтому, как я говорил ранее, нам нужно читать все больше и больше. И это не потому, что это нечто устаревшее, но не потому, что это слишком трудно, что мы не можем читать это больше. Блоги, которые, что нам кажется препятствием, если мы не будем принимать это целиком на веру, но будем к этому относиться
с открытым умом. Это то, что мы всегда говорим, с открытым умом. We always promote this idea of open mind. Мы всегда That продвигаем this эту is идею a very открытого ума, modern thing открытости. that we have. Это очень But the современная irony такая of it вещь. is that when it comes to Но sort ирония в том, of что когда дело applying the open касается mind to применения открытого ума such literatures, к такой we do литературе, have a bit of a то у нас challenge. So возникает therefore, сложность, probably these are небольшая the сложность. most appropriate Наверное, это наиболее places where подходящий we can use объект this open mind. для применения этого открытого ума. To first reflect that the author is Во-первых, not to say cater, автор but somehow delivering the teaching автор to преподносит their учение environment. And so therefore, of course, для the своего culture and the окружения, time, the mentality для at the культуры time того времени, для is quite менталитета different того from времени, now. которые весьма So отличаются от нынешнего. therefore, Поэтому, otherwise, if the author tries to teach something completely если different, автор completely пытался beyond учить the чему-то совершенно contemporary of their другому, time, совершенно вне then, of современных course, no one will факторов, first of all understand. то, во-первых, никто And бы его не therefore, понял, и поэтому how to say, in short, вкратце, one could say the purpose of a Bodhisattva, which is можно to сказать, что benefit sentient beings, цель is бодхисаттвы – это then приносить пользу lacking. So существам. therefore, И one этого has тогда to бы не teach было. according to the time. То есть Yet at the нужно same учиться time, в соответствии со временем, и these одновременно teachings are also not эти too, учения how to say, также не слишком, the authors are skillful enough that авторы it's достаточно искусны, as timeless as it can be. чтобы указать на So that even now, нечто вневременное, after насколько centuries or возможно. millennia, that И даже when сейчас, we go through спустя these века и literatures, тысячелетия, когда мы обращаемся к этой we can still литературе, relate to it. мы все Therefore, we еще need to можем give it a bit of быть в time состоянии to understand. ее понять. Ну, That's для этого what I может wanted to потребоваться say. время. Вот что я хотел сказать. Then now, coming Далее, back to the main point of these если вернуться к verses, is главному of course в none этих other строфах, than now that это, конечно, не что иное, как the Shantideva has described то, что how описывает Шантидева, the practice of Shila can как be практика achieved, Шилы or what is its nature может in a быть way, достигнута, and или how какова we should sort ее of relate природа, to it. или That, как нам понимать ее. the practice of this proper conduct of Это Shila практика is правильного not поведения или Шила. entirely based, Она не полностью separate основана, from us. не That, полностью отделена от нас. it's all a matter of understanding. Это It's все all вопрос a понимания. matter of Это все how we relate вопрос to it. So therefore, отношения. all six paramitas were Поэтому все 6 described пирамид in a way that описываются it is, таким образом, что if we feel the need to somehow measure если its мы чувствуем потребность quality, измерить its definition, их качество, определение, completion, that it all завершение, depends, то все это зависит, how to say, depends upon how we зависит project, how we от relate. того, как мы And so therefore, not к at этому all относимся, как мы really это проецируем. Поэтому это limited to не the outer or ограничено external conditions. тем, что это нечто, So having said какие-то that, внешние now, of условия. course, all the При всем при этом, advices that come here are все very советы, practical которые здесь advices, есть, actually. они очень практичны. Day-to-day practices. То есть So это therefore, такие it doesn't really повседневные go советы. too much into the depths of Поэтому the это philosophy, не actually. слишком, здесь они не слишком даются в глубину философии. Здесь говорится больше moment to moment, day to day, того, как от момента к моменту, от дня к дню нужно выполнять практики. Поэтому это очень полезный справочник. It's very sort of upfront, honest, Он очень откровенный, честный, and sort of without much sort of без sugarcoating, такой but just sort of сладкой getting right to the оболочки. point. So saying И that, он как now, бы попадает в точку. although, of course, now, although it has so far it has Несмотря defined. на то, что I don't know how well I was able to deliver it я in не the past знаю, few days, but как хорошо я смог это объяснить за прошедшие дни. defining the definition or establishing the definition Вот of здесь what it means to установлено be определение, mindful, what it что means to означает have быть внимательным, awareness, what it что means to означает have иметь alertness, осознание, что означает иметь концентрацию внимания. that it's in short Это saying that it's not вкратце serious.
что это несерьезно. Very sort of almost playful. Это почти игривое что-то, So much в so каком-то that it's like смысле. a hobby. Настолько, что это как хобби почти. Therefore, it's very playful, it's very joyful. Поэтому это очень It's игривое, sort of almost радостное, fun, one could say. And then, почти having said такое that, развлечение. at the И same при всем time, при этом we need to be realistic одновременно with now how мы we должны быть реалистичными apply that с to тем, those sort of как это inspiring применять, theories. как применять Actually, эти quite вдохновляющие connects теории. to one of our, Это связано вот с one of the одним из questions that we вопросов, had yesterday, the last который question. So прозвучал how вчера. do we Последний вопрос. sort of Как bridge the theory with the навести мост practice, между with the application? теорией и практикой So применения? the application here, of course, Применение здесь, конечно, we do, although through несмотря на our то, что через understanding we can see that наше понимание мы everything можем is just видеть, playful. Everything что is все является not игривым, as все serious as we thought. не такое Yet серьезное, at the как мы same думали. time, we can see that Одновременно мы видим, that there is что есть a habit of привычка seriousness к серьезности temporarily временно within all the environments. And so во therefore, всех видах the practical ситуации, во approach всей is saying that любой обстановке. Поэтому практический подход, at the back of your mind, you realize that everything is подсознательно playful мы in a way. понимаем, что все является As игривым, you approach, as you deal но with the situation, в плане you подхода approach it к accordingly, ситуации but you don't мы deny подходим к ней to в others, зависимости от того, or in какая this это case to ситуация, yourself, that is not и serious. мы не Why? Because при этом мы не both отрицаем для me, себя и для других, myself, что one это could say, несерьезно, and потому then что the ни rest я сам, are ни so остальные far brought up with this еще idea that everything is не serious. воспитаны, то есть все This мы is воспитаны something с that такой we идеей, cannot что все shake является off right серьезным. away. И мы не можем это сразу A lot стряхнуть с of себя. time, a lot of energy. Потребовалось много времени, много энергии. If you just put aside the Если мы просто countless отставим в of сторону rebirths that took бесчетное множество перерождений, that we которые spent to мы build провели в this самсаре, habitual pattern, выстраивать эти привычные модели, если только подумать о данной жизни, с момента, когда мы могли думать, может быть, можем начать с того момента, когда мы могли говорить, с того момента, когда наши родители и учителя могли начать нас учить, с этого момента отец или мать, с этого момента начинается образование. Потому что у нас есть такая идея формального образования. Но дело в том, что образование начинается дома. То есть в той среде, в которой нас воспитывают, там начинается образование. И затем у этого на самом деле нет границ. Если вспомнить, когда это началось, очень трудно. Но тем не менее, это нечто вещественное. В этом есть различные уровни, различные слои, как мы относимся к реальности, как мы относимся к себе, как мы думаем о себе, как мы думаем о других. Поэтому это нас как бы определяет на данный момент. Это определяет, как мы одеваемся, определяет, как мы едим, как мы ходим, как мы разговариваем, как мы произносим слова, что составляет нас, что мы находим юмором и нет, что мы находим серьезным и нет. Поэтому практический совет здесь, вот мы сейчас определили, что все является игривым, все является безмятежным, ясным. Это не означает, что мы полностью игнорируем тот факт, что в течение какого-то периода времени есть чувство серьезности. То есть мы это не отрицаем. Если мы будем это отрицать, то, конечно, мы упустим главное. Собьемся с пути. Поэтому все следующие советы как раз об этом. Поэтому эти строфы, они более или менее не нуждаются в разъяснениях. Далее говорится, что сейчас, конечно, выглядит так, будто мы стараемся применять
какие-то новые концепции. До сих пор, конечно, в учении постоянно говорилось о том, что как нам отбрасывать концепции, как важно быть свободным от концепции. А здесь нам может казаться это противоречивым, потому что нас учат новым концепциям. Потому что у нас может возникнуть такое чувство запутанности, но это не обязательно. Потому что это просто это концепции, которые которые нас учат применять с противоядием на первом плане. С противоядием на первом плане здесь говорится, нужно знать, что это просто временные меры с самого начала, поэтому не стоит смущаться или тревожиться. И тогда все это не нуждается в разъяснении. Сейчас, когда мы знаем, как важно быть игривым, как важно быть беззаботным, затем, пока мы в этой среде находимся, в этой серьезной среде, как важно сохранять и защищать вот это озарение, которое мы обрели, этот секрет, который мы обрели. Там была такая строфа, где описывается парамита мудрости. Я думаю, что это было 16-я строфа была. Там говорится о секрете, тайне, о тайне ума. И это тайна, настоящая тайна в том, что это все игриво. Совершенно свободно от ограничений, от табу. Поэтому, когда мы находимся сейчас в этой среде, мы должны защищать себя, сохранять это. Как нам это сделать? Аналогия — это как будто у нас есть рана. Если у нас есть рана, то как бы каким бы ни было радикальным или грубым окружение, среда, вы будете заботиться постоянно о том, чтобы оберегать эту рану. Такая аналогия. Здесь говорится, поэтому что комментарий Томе Зампо, тибетского автора, там говорится, пока у нас есть это осознание, вот этот секрет, который мы нашли, это не бесценная вещь, мы должны прежде всего это защищать, и пока у нас есть эта защита, осознание, то впоследствии, в каком бы опасном окружении мы не оказались, в дикой среде, в тибетском языке там печатка. В тибетском языке есть много слов, которые описывают пол, и для женщин это наиболее литературное, классическое название, это пудме. И другой перевод – это не иметь осознания. То есть переводится и пишется как пагме. То есть там есть схожесть. Поэтому я думаю, что менталитет того времени, там было столько вот этого, против. У них была такая сильная фобия ядерной силы, можно сказать.
they have sort of, in order to sort of to say, ядерной don't энергии. touch that. И они просто говорили, не прикасайся к этому. Don't touch it, sort of. Если не знаешь, как к этому обращаться, то лучше не трогай. Вот что они пытались сказать. Но иногда это получается чем-то очень неправильным. То есть происходит такая демонизация. Демонизация идеи чего-то драгоценного. Вот такая осторожность, и там просто опечатка. Если у нас есть такое осознание или такая концентрация внимания, как называется эта глава «Внимательное самонаблюдение», тогда мы можем быть в любой обстановке свободно. Потому что мы поняли, что внешнее явление – это не что-то более, чем просто внешнее явление, не более. И поэтому нет никаких табу в отношении них, потому что вы поняли, что это просто какие-то видимости явления. Поэтому, как бы ни отвлекала нас эта среда, как бы ни была она желанной, какой бы желанной она ни была, вас это не пленяет, не захватывает, потому что у вас уже есть такое понимание, что все не зависит от чего-то одного только, от какой-то отдельной сущности, но необходимо, чтобы было две. И эти две – это субъект и объект. И поэтому вы уже нашли противоядие, что это появляется только потому, что сошлись эти два условия, это появляется таким образом, и все. И тогда возникает большое облегчение. То есть почти что такое чувство комфорта, что это так. Это означает, что этот комфорт обретается каким образом? Через внимательное самонаблюдение, через внимательность и сознание. И тогда вы абсолютно беззаботны. Нет никаких ограничений в каком-то смысле, нет блоков вообще. Поэтому неважно, в какой мы среде находимся, больше это не имеет значения. Остальное тоже особенно не нуждается в разъяснениях. Здесь постоянно говорится о том, что нам нужно стараться сохранять эту вещь, которая называется... На самом деле, я действительно не знаю, что означает внимательное самонаблюдение, честно говоря. Все, что я знаю, это, что по-тибетски это звучит «сежин» или «тенча». И вольный перевод этого был бы как памятование или осознание. В принципе, здесь говорится, что пока мы это сохраняем, то все качества будут приходить, и цель сохранения не нужно воспринимать ошибочно. То есть у нас могут быть различные причины, почему. То есть мы можем, почему нам нужно сохранять эти качества. То есть изначально мы начали свое путешествие к тому, чтобы воспитывать это качество, это самонаблюдение, но в дальнейшем мы запутываемся и в конечном счете мы не знаем, забываем о том, об изначальной цели, почему мы хотели это сохранять, и это свидетельствует о том, что это не должно быть ради славы, богатства или власти.
Но это исключительно мы сохраняем это исключительно на основе того, что мы ценим добродетель. То есть добродетель здесь это то же самое. Это означает очень искреннее и игривое, при этом и ни в каком смысле не серьезное качество. Вот это добродетель. Только на основе этого энтузиазма, желания сохранить это, мы охраняем его, оберегаем. Далее говорится, что если дело дойдет до того, что то есть, не нужно беспокоиться ни о чем, потеряем мы славу или состояние, или власть, и в конечном счете даже самое ценное обладание, наша жизнь, даже если дело дойдет до этого, нам не нужно отказываться, нам не нужно отбрасывать это добродетель, потому что мы знаем, что это тело приходит и уходит, пока оно этого хочет, можно сказать. Тогда как это постижение, для этого постижения требуются какие-то усилия для того, чтобы обрести его, да, поэтому даже ценой жизни нужно его оберегать. Далее говорится об изъянах того, когда у нас нет осознания, если оно не основано если сохранение этого качества не основано на чем-то, на прочном фундаменте, если мы не являемся подходящим сосудом, в данном случае, то есть то, как мы себя ведем, очень тесно связано с этим, потому что, несмотря на то, что у нас какие-то правильные намерения, все правильные намерения, тем не менее, если мы не готовы содержать эти качества, то опять-таки мы теряем впустую время и энергию. И далее показаны различные риски, не риски, а, как бы сказать, препятствия, которые могут возникать. И здесь приводятся аналогии с ворами и с грабителями, что если в какой-то момент, конечно, имеется в виду уровень начинающего, когда мы становимся уже довольно опытными, то как очень ловкий спортсмен, даже если он подскользнется на банановой кожуре, он сможет найти способ стоять на ногах и не полностью упасть. Но вначале мы не настолько ловкие, не настолько гибкие, и чаще всего мы упадем на лицо. И поэтому здесь говорится попросту, что мы должны быть внимательными и осторожными. Или же идея, часто известная как неосознанность, лень, может очень легко прокрасться. And then of course now goes on to describe далее how мы переходим к описанию того, как это приобрести, то есть в очень практических понятиях. To begin the process that one has to keep in mind
То есть для начала процесса нужно помнить о том, о наиболее логичных вещах, о ошибках, упущениях, расчетах. Есть это такие необходимые концепции в данном случае. То есть нам нужно запомнить такие необходимые концепции. Например, мы можем потерять это драгоценное человеческое существование, можем потерять этот статус и отправиться вниз, в низшее перерождение. Поэтому, прежде всего, мы должны напоминать себе, о недостатках, обезьянах, предупреждать себя, и затем полагаться на настоящего духовного проводника, следовать по его стопам, выполнять его наставления. Вот этого я не прочитал. 딱보라단 내서시 대다른 산내 원사당 구유당 직된 대진네 디나 산지 제련방 대라 양당 종 Поэтому я никогда не должен позволять внимательности отлучаться от ворот моего ума. Если она будет уходить, мне нужно вспоминать о несчастьях низших перерождений и надежно возвращать ее на место. Благодаря общению с духовными учителями, благодаря наставлениям настоятелей и через страх, внимательность легко разовьется у удачливых людей, практикующих с уважением. Я всегда нахожусь в присутствии всех Будд и Бодхисаттв, которые всегда обладают беспрепятственным видением. Думая так, я должен внимательно развивать чувство стыда, уважения и страха. Кроме того, если я буду это делать, то буду снова и снова вспоминать о Будде. Может быть, это звучит весьма знакомо для вас всех. Поэтому от ворот моего ума моя внимательность не должна отлучаться. Если же она отходит, то ее нужно звать обратно мыслями о муках низших перерождений. Посредством страха, благодаря советам их настоятелей и нахождения в обществе своего учителя, у тех, кто обладает удачей и преданностью, внимательность легко разовьется. И Будды и Бодхисаттвы обладают неомраченным видением. Они видят все открыто их взору, и я тоже всегда перед ним. Тот, у кого есть подобные мысли, обретет преданность и чувство страха и стыда. У такого человека воспоминание о Будде часто возникает в уме. Здесь говорится, для некоторых из вас это может быть знакомо, или может звучать слишком знакомым, что есть такой сон могучих существ, прекрасно, красиво украшенных на облаках, конечно же, на небе. Там много света. И они появляются так, что вы начинаете задавать вопросы, как они долго могут так сидеть в этой позе. Нужен ли им когда-нибудь перерыв? Что они делают на выходных? Какие у них есть увлечения, хобби? Какие им приносят бутерброды в их клубе VIP? Вот такие вещи могут возникать.
Особенно, когда это преподносится таким образом, потому что это преподносится таким величественным образом, что есть тот, кого нужно почитать, кому нужно кланяться, и если их не слушаться, поскольку они видят все, они могут читать мысли, они знают каждый ваш шаг, каждое ваше настроение, и вы не можете от них убегать. И когда преподносится все таким образом, для тех, кто знает истину, можно сказать, для тех, кто знает кульминационный момент, они знают, что это просто временная мера. И поэтому это не мешает им. Такая литература не создает для них препятствий. Почему? Потому что, как я уже говорил ранее, открытый ум. Они понимают, что здесь, что автор пытается здесь сказать, что он имеет в виду, что это просто временная мера. Поэтому в одном переводе говорится, думая так, если вы думаете так. Я думаю, что это очень полезная подсказка. Это просто вы так думаете. Думание — это не мудрость. Думание — это просто концепции, мысли. Поэтому это свидетельствует о том, что это нечто временное. Если думать таким образом, то у этого есть своя ценность. Это помогает. Это просто как, когда вы знаете, что ваши опекуны, будь то ваши родители или наставники или няня, когда вы знаете, что они есть, то у этого есть своя временная польза. Но абсолютно ли она? Конечно же, нет. Это просто временная мера. И точно так же страх — это то, как мы должны к этому относиться. Правда ли, что когда кто-либо является всеведущим или просветленным, что он может читать ваши мысли? Конечно, я в это верю. Но это не означает, что мы должны вдруг чего-то стыдиться или очень бояться этого. Фактически это весьма такая удобная ситуация, что все так прозрачно. Почему это преподносится таким образом в этом контексте, что это просто временная мера. Говорится, что если это помогает, если вы действительно хотите, если вы действительно чувствуете, что вы хотите освободиться от неосознанности, неясности, тогда вот есть такие временные меры, но не более. Если мы можем относиться к этому таким образом, то, наверное, почти каждый аспект наших эмоций, каждый аспект наших ментальных событий может оказываться на общей основе. Мы можем относиться к ним очень естественно и не относиться к ним с определенным беспокойством. Вот слово, которое мне здесь нравится, это страх. По-тибетски это джикпа. Со всех углов зрения, большинство из нас, мы взрослые люди, должны быть взрослыми, и с определенным образованием и так далее. Мы в каком-то смысле не вполне согласны с идеей, что страх — это что-то хорошее, верно? То, в общем, это понимается как, что страх, он возникает только когда у кого-то нет чувства безопасности или уверенности. И вот для того, чтобы обезопасить себя, используется такое оружие, как страх. Вот как мы к этому относимся, что вовсе не является неправильным,
с этого угла зрения, именно так оно и есть. Но тем не менее, здесь используется это слово «страх». И если у нас открытый ум, это может быть очень интересно, потому что далее здесь говорится, что страх – это еще один инструмент, как и любой другой инструмент. Если он выражен без блоков, без ограничений, и тогда это истинное сострадание. Настоящее сострадание не имеет ограничений, не имеет установленного кода. Кого я буду освобождать, кого я буду любить, о ком я буду заботиться, кому я буду посвящать мою заслугу, как бы их много не было, кем бы они ни были. Вот это истинное сострадание, без ограничений, без блоков. И это весьма сложный инструмент, немыслимый инструмент страха. Он может использоваться как тем, кто имеет такое состояние осознания. Они осознают, что все чрезвычайно истинно, но одновременно ни в каком смысле не является угрюмым или темным или серьезным. Для такого человека он может использовать идею страха. То есть тот, кто, например, любящий родитель, может быть немного строгим, я полагаю, по отношению к любимым. И, конечно, вот эта строгость, как бы мы ее ни назвали, это можно описать как страх. Но это вовсе не ужас. Это просто, так сказать, больше прямой подход своего сострадания, без сладкой оболочки. Поэтому это очень важно. Вот в этом абзаце из страха, в данном случае, то есть с точки зрения практикующего, не потому что весь сон Будды и Бодхисаттв 10 направлений, на которых мы медитируем, накажут нас, ударят нас своим ваджром и разнесут нас на 1000 кусочков. Затем Амитапа должен будет прийти и полить нас нектаром и вырастить у нас 1000 рук. Это прекрасная история. Но тем не менее, то есть мы не должны быть слишком драматичными. Страх в данном случае это действительно означает иметь такое осознание, что это действительно не понравится им. Так же, как если мы кого-то уважаем, если мы кого-то хотим расположить к себе, то даже если они не могут читать наши мысли или видеть нашу нынешнюю ситуацию, из уважения, из вот как бы из вежливости, что ли, мы чувствуем, что если мы это сделаем, то это им не понравится. Это их огорчит. Не потому что они что-то сделают или изменят свое отношение к нам, или мотивацию по отношению к нам. Это просто огорчит их. Точно так же мы можем применять здесь то, что выглядит как нечто очень отсталое, отсталые советы. Мы начинаем видеть, что их можно применять, если у нас есть открытый ум. Окей?
강세 전바 이거네 송원된데 내주르바 대체 신진 원주르신 송원다전 지원주르 송원다전 원원주르 러식 당본들이슴 nd는 견지 해전에 대체 다기 신진도 송도 받는 내버렸자 되면 이용으로 따와는 남양다기 미자데 녜버려 선배 따도네 맥네 팝데 따버렸자 따와 가수 제도는 랭가 초소 따버렸자 가시 밀람하죠나 때네 몽발 렉시주 람소 직바다베체 양도 초저다 가수칸에 치때네 잡지 초소 따버렸자 눈단 잡도 따지는 로미아나 원저든 대다른 내가 탐지도 거바시는 제버렸자 Когда, собираясь действовать, я вижу, что мой ум охвачен омрачением. В такое время я должен оставаться неподвижным, как кусок дерева. Я никогда не должен оглядываться по сторонам, рассеянно, бесцельно. С непоколебимым умом я всегда должен направлять свой взор вниз. Но чтобы расслабить взгляд, я должен недолго осматриваться. И если кто-то появляется в моем поле зрения, я должен смотреть на него и говорить «приветствую». Чтобы проверить, нет ли опасности на пути, я должен снова и снова смотреть во всех 4 направлениях. Чтобы отдохнуть, я должен повернуть голову и посмотреть назад. Проверив, что есть впереди и сзади, мне нужно продолжить движение вперед или назад. Осознавая необходимость такой длительной концентрации внимания, мне нужно вести себя так во всех ситуациях. Приготовившись к действию с мыслью, мое тело будет оставаться в таком состоянии. Мне нужно периодически перепроверять, в каком состоянии я поддерживаю тело. Я полагаю, это почти что не требует разъяснений. Я всегда это нахожу таким забавным, когда я запоминаю вот эту часть, вот эти шлоки, эти строфы. Мне нужно было заучить 3 коренных текста. Коренной текст Бодхичарья Аватары. Другой текст Мадьямика Аламкара. И еще один. Я забыл. Какой? Каждый раз, когда я дохожу до этих абзацев, я раньше думал: о Господи, для того, чтобы стать бодхисаттвой, нужно почти стать... Я забываю вот это название. Я всегда помню эти персонажи в мультипликационном фильме «Король лев». Там 2 персонажа, Тимон и Пумпа. Тимон — это какое животное? Сурикат. То есть возникает такое чувство, что для того, чтобы стать бодхисаттвой, нужно стать как сурикат почти. Нужно постоянно быть настороже. Кто может подойти, приблизиться. И, конечно, в детстве, уже это было, я был подростком, думается, зачем? Но одновременно, вследствие воспитания, говоришь себе, наверное, есть какие-то хорошие причины для этого, и просто оставляешь это так. Но это может показаться нам чем-то таким, что это такая суматоха стать бодхисаттвой, потому что нужно быть
You have to be that. You have to do all those sort of tiring things. Нужно делать все эти утомительные вещи. But on the other hand, Но с другой стороны, these are это examples that goes to show примеры, sort of которые свидетельствуют о том, что one could say ecological, I suppose. Что это нечто экологическое, или можно назвать это обладание хорошими манерами, или можно назвать gentleman-like or ladylike, one could say. Что вести себя как джентльмен или как леди, можно сказать. То есть стать бодхисаттвой, практики неотделимы от того, как вы ведете себя. То есть нет такого разрыва между тем, когда вы практикуете, когда вы не практикуете, когда вы просто живете своей жизнью. Это почти что неразделимо. Я полагаю, что в наше время это трудно увидеть, вследствие того, что происходит такой общий поток, в котором мы находимся. Есть общая такая тенденция, когда нам говорят, как нам лечиться, как нам одеваться, какими мы должны казаться, и так далее, бесчетное множество этого. И вследствие всего этого есть нам трудно видеть таких людей, которые полностью наслаждаются этими практиками в такой степени, что они сами не могут привести различия между своей обычной жизнью и практикой. Это очень большая редкость. Я полагаю, что в давние времена это было легко увидеть, я полагаю, особенно если вспомните о моем детстве, люди, с которыми я рос, например, как моя бабушка, я немного знаю о своем дедушке, но с бабушкой я долго был вместе, провел много времени. Можно сказать, что я с ней рос. И вот как она вела себя, это было так, что большого разделения не было. То есть не было той сложности, с которой мы все сталкиваемся. То есть есть какое-то расписание практики, есть расписание повседневной жизни. Для них это было одно и то же. То есть у нее были четкие и молитвенное колесо в постели. И, конечно, в пожилом возрасте сон становится таким неглубоким, поэтому посреди ночи просыпаешься, и как только она просыпалась, она начинала крутить колесо, молитвенное колесо. Я не знаю, в какой степени она в тот момент не спала, но тем не менее она это делала. И, конечно, в детстве я был тоже таким шаловливым. Я иногда ее так пытался испугать, кидал камешек или что-нибудь такое, чтобы посмотреть, спит она или нет. Не в нее, конечно, но где-нибудь поблизости, чтобы камень опустился. И, конечно, она просыпалась из дремоты, и как только она просыпалась, то есть это было чем-то глубоко укоренившимся в ее сознании. Это у всех тибетцев или в наше время у большинства тибетцев. То есть это у них в речи есть это синхронизировано. И она сразу говорила, пусть будут благословить тебя, или пусть Тара благословит тебя. То есть это моментально возникало. Конечно, это не может казаться не чем-то таким значительным, но для меня это имеет большой смысл. То есть культура настолько неотличима
от their практики, spirituality. от And духовности. therefore it makes us И поэтому very difficult to talk about culture, the очень difference трудно of говорить culture and о разнице say между religion, although культурой that's и, можно сказать, религией, хотя это strange term to странный talk термин about one's для того, чтобы spirituality, говорить but о nevertheless it's a common духовности, word, so но let's тем say не we менее use the word это religion. общепринятое слово, давайте его использовать. Because Религия. in my environment, there was no gap В моей среде не было этого разрыва между and daily духовностью life. It и was so повседневной жизнью. inseparable. Not because they Они were two были different неотделимы, things, that's the thing. не потому что это Because that's what I would были think, that they are две two разные different вещи. things that somehow these Это не так, people, что these minorities were эти able to люди, somehow это меньшинство, они каким-то образом соединяли две разные put вещи them together and turn it into a cappuccino sort и of thing. превращали You know? их в что-то вроде капучино. The truth is Не that так. they, Дело first в of том, all, что они, прежде genuinely всего, and innocently, they don't искренно see the difference. One. не видели разницу. And some they do, И they are aware or некоторые they are люди vigilant about the differences. осознают вот эти Yet, they различия, do, again, тем не they менее, embrace it опять-таки, они их without как separation. бы That's the thing. охватывают без разделения. So someone like my late grandma, I would say, Например, I моя wouldn't бабушка, sort of я не сказал бы, self-praise and say что that she was an enlightened being. она была I would very просветленная, much say she was я an бы не стал ordinary так person. себя хвалить. Я But бы сказал, что она nevertheless, была вполне обычным the человеком, но тем не upbringing менее, of her was such that у нее было такое воспитание, I что, suppose the я полагаю, antidote was probably given противоядие simultaneously along with the education. было So в therefore, нее вложено to her there was одновременно no с real separation воспитанием, at all. и для нее на самом деле не было такого разделения. So, well, there are many examples to talk about it, Конечно, but есть that's just много one. примеров, не будем все их And упоминать, so, это лишь один because из of них. that kind of И growing вследствие up and memories that I такого have, воспитания that и initially вот it was таких very difficult to воспоминаний, talk about которые у меня есть, on a изначально global мне scale what трудно is было culture, говорить в таком what is глобальном масштабе, spirituality. что такое культура и что Because такое now that духовность. one has a Потому sort of a что larger, wider сейчас, scope of когда есть такой более широкий масштаб varieties of way of living, разнообразия and then we can образов see that жизни, in fact there are мы можем large видеть, gaps что actually фактически between the two. есть большие разрывы Mainly между этими because двумя явлениями, в основном потому, we что we have become quite comfortable with the idea стали, that то есть нам there are весьма separate комфортно с этой идеей, что это разные with вещи, stark contrast. и есть такой резкий And контраст между ними. therefore, sometimes it's very Поэтому difficult to even иногда strike up мне a даже conversation, a simple трудно conversation, завязать с because кем-либо разговор, простой разговор, of that gap. Not из-за that этого I'm разрыва. enlightened in any way, but Дело не в том, что there is я that, просветленная, I think, но everyone есть experiences такое it. дело. And now let's try to connect that with the teaching. Теперь давайте постараемся увязать это с учением. I went too far. И зашел слишком далеко. Where was I? Где я остановился? Which verse was I in? На какой строфе? 39. Oh yes, that's it. 39, да. So says having examined both ahead and Здесь behind. говорится, Meerkats. That's it. посмотрев и вперед и назад, да, Meerkats. сурикаты. Сурикаты. We it's not as cumbersome as we think. Это не так обременительно, как мы думаем, Becoming когда дело bodhisattva. касается становления бодхисаттвой. It's all about sort of Дело в том, чтобы knowing знать, how inseparable it is. как Yeah, that's the thing. неразделимо это, Inseparable it is from как неразделимо, the way we неотделимо breathe. от того, как As simple дышим. as that. If we say Настолько what просто. is our regular life, Если сказать, что такое наша обычная жизнь, let's say наша that повседневная it's жизнь, separate. Our life, our давайте regular скажем, daily что life is наша separate жизнь, from spirituality. обычная повседневная жизнь, отделена от Maybe we try духовности. to sort of Может быть, тогда мы narrow будем стараться down into the сузить basic, most basic and simple это к наиболее простым вещам, occurrences, свести к наиболее простым behavior, событиям, action поведению, that we can think of. действиям,
о которых мы можем подумать, самое простое – это дыхание. Мы все дышим. И на основе этого мы можем проверить, насколько это отдельно. Вот если взять дыхание. Отделено это от духовности или нет? Это что-то недуховное? Или нет? И когда это начинает, когда это превращается во что-то духовное, и когда нет, конечно, у нас есть много подобных вещей, помимо дыхания. Есть идея нашего этикета, есть идея того, как мы должны себя вести, как нас должны воспринимать наши коллеги и друзья и незнакомцы. Все эти вещи есть. Есть литература об этом, философия, справочники, руководство об этом, как нужно вести себя, как должны нас воспринимать другие, какими мы должны казаться для других, как нам нужно казаться уверенными в себе, выглядеть уверенными в себе, как нам казаться превосходящими других в каком-либо помещении. Все это есть множество литературы об этом, и мы все стараемся все это связать одно с другим. Конечно, мы не стараемся все это положить в коробку. Нам не нужно об этом беспокоиться, потому что прежде всего нет никакой коробки. Мы просто стараемся понять, насколько это действительно различно. И поэтому посредством этих нескольких абзацев мы можем начать понимать, что на самом деле разницы нет. Это просто одно и то же. Если мы сконцентрированы, если мы внимательны, немного более внимательны, немного более осторожны, является ли это препятствием, является ли это неудобством? Очень трудно сказать. Поскольку мы все время говорим вот в этой теме о том, как быть беззаботным, расслабленным, и одновременно есть такое противоречие, почти что здесь говорится так, для этого нужно быть внимательным, осторожным. И вот эти две вещи, черное и белое, как нам их соединить, не сделав это серым? Идея, я думаю, что простой ответ – это то, что говорил сам Будда, в зависимости от ситуации. Потому что это вовсе не абсолютно идея важности беззаботности, расслабленности, конечно. Это, можно сказать, бесцельная цель. Но тем не менее, для того, чтобы прийти к этому, не обязательно означает, что мы ничего не делаем. Это означает, что часто мы сталкиваемся с таким просчетом, или упущением, что с самого начала учение преподносится так, что мы должны быть беззаботны, расслаблены, что ничто не является серьезным. Затем в дальнейшем очень много говорится о том, как мы должны быть внимательными, как мы на цыпочках должны обходить различные ситуации. И у нас может возникнуть сильное чувство противоречия. И ответ на это помня о том, помня основной смысл, для того, чтобы достичь этого окончательного этапа, нам нужно использовать здравый смысл, можно сказать, и применять вещи так, как они применимы. Поэтому все эти советы применимы.
Вот здесь действительно говорится непосредственно о том, как нам нужно ходить и разговаривать, буквально. И почему нам нужно смотреть вниз, когда мы идем, а не все время по сторонам. Если ты являешься бодхисаттвой, то нужно также заботиться о том, чтобы как ты идешь, то есть там могут быть животные, насекомые, на которых можно наступить, или же ради самого себя, чтобы не упасть в яму, в обрыв. Очень просто. Здравый смысл. Поэтому смотреть вниз. Но если вы слышите какой-то шум, конечно, вы тоже как сурикат, вы как на стороже, смотрите, оглядываетесь вокруг, затем, естественно, если вы кого-то видите, кто к вам приближается, вы его приветствуете, и об этом даже нам не нужно говорить. Такой этикет и такие манеры очень хорошо, им очень хорошо учат в различных частях мира, в частности в вашей культуре. Это не требует разъяснений. И таким же образом, то, как вы сидите, то, как вы ходите, то, как вы думаете, то, как вы спите, то есть вот, до последних подробностей здесь все это объясняется, как нужно вести себя. И до такой степени, что для многих из вас это кажется излишним, потому что это какие-то повседневные вещи, которым вы учитесь с детства. Итак, мы подходим к завершению сессии, и, может быть, мы можем ответить на пару вопросов, а после этого мы это все свяжем с практикой чинези, с медитацией и закончим практикой Махакала, так же, как вчера. Dear Karmapa, Дорогой Кармапа, это удивительная радость, что ты здесь с нами. Я чувствую огромную благодарность за это. Думаю, что говорят имени многих из нас, что мы действительно тебя любим. И у меня, может быть, это немного наивный вопрос. Ты делаешь так много для нас. И мой вопрос, что мы можем сделать для тебя? Может быть, ты можешь помочь нам с этим? Это может превратиться в оговорку, потому что я на самом деле не знаю, как много я делаю. Если мы что-то поняли относительно практики, то все дело того, как мы создаем образ друг друга, как мы проецируем друг друга. В современной науке, я не знаю, может быть, сейчас это изменилось, я не в курсе последних изменений, но довольно долго считалось, что это преподносилось так, что то есть наша способность зрения, наши глаза, они
схватывают свет снаружи. И более примитивная идея этого, которая близко связана с тем, как об этом говорит буддийская философия, что это наши глаза проецируют, а не принимают свет. Поэтому я думаю, это чудесно, если подумать об этом так. На самом деле, я ничего особенного не делаю, ничего удивительного. Я просто живу моей жизнью в соответствии с моей кармой, не более и не менее, я полагаю. Я дышу так же, как я дышал с момента рождения, а остальное просто прилагается, не более того. И то, что кажется так называемой активностью, это на самом деле не что иное, как бы сказать, это просто выполнение повседневных ритуалов и обычаев, как и все остальные, и вследствие так называемой проекции, проецирования, как мы создаем образы друг друга, мы способны видеть, что очень обычные события или действия друг друга, мы это усиливаем таким образом, что в результате мы видим, что вот этот человек осуществляет какую-то активность, или с моей точки зрения, я тоже могу это видеть с точки зрения моей проекции. Это просто противоположность порочного круга, это добродетельный круг, не более того. Поэтому ответ на ваш вопрос, ничего делать не надо, кроме того, чтобы жить своей жизнью, так как вы это делали до сих пор. Кармапа, спасибо за твои удивительные комментарии и учения. На самом деле, это не вопрос, а пожелание. Может быть, не только мое пожелание, но многих из твоих учеников. Может быть, этот удивительный текст, чтобы перевел ты или группа людей под твоим руководством, твоим удивительным юмором. Я думаю, что это было бы большим сокровищем для мира, чтобы это было основано на основе твоего видения этого текста. Это было бы полезно для современных и будущих поколений. Что ты думаешь об этом? Возможно ли это в ближайшем будущем? Мне нужно об этом подумать. Я думаю, что, может быть, это все, что нам нужно сейчас. Спасибо. Может быть, последний вопрос. Итак. Вы много говорили о том, чтобы в нужный момент быть беззаботным или внимательным в касательно видения. Если я в такой ситуации, что я не знаю, мне быть беззаботной или внимательной, осторожной, могу ли я обмануть свой ум, используя учителя? На самом деле, в конечном счете, это зависит от человека. Ориентиры уже есть. Говорится, что цель – это достигнуть такого состояния, когда вы абсолютно беззаботны, что бы это ни означало. Абсолютно беззаботны и расслаблены. Но путь к этому, то есть ирония в том, что нужно быть внимательным или осторожным. Вот это, как это ни странно,
Поэтому повседневные правила здесь неприменимы. The common logics that we have been taught Общая don't логика, really apply которой here. нас учили, здесь неприменима. Because it's Потому что self-explanatory, it's contradiction, it's здесь pure не требуется contradiction. разъяснения, это чистое противоречие. That seems to be the way. Похоже, что это так. That if we haven't understood the Если joke мы не поняли or the шутку, humor, анекдот или then we юмор, have no other way то у нас нет but другого to be способа, careful. кроме To как learn all of быть these внимательным. ways to how to be careful. Изучать все эти способы To внимательности, become almost осторожности. И to стать become почти more как than a meerkat. более чем сурикат. To become more fussy than a То meerkat. есть стать еще более суетливым, That чем to a сурикат. point where you reach the brink До of того, что insanity вы almost. доходите до края, почти до And безумия, through that craziness, and и then через это you realize безумие, something сумасшествие, вы completely on your постигаете own, which a teacher нечто cannot teach you совершенно самостоятельно, at all. то, чему учитель вас вовсе не может научить. Of course, a teacher, well, an authentic teacher is supposed to know Конечно, настоящий учитель, он должен знать everything. все. The formality, the Формальности, procedure, and, процедуры of course, the punchline. и, almost. конечно, почти Even if the кульминационный teacher, he момент. or she Но gives даже away если the он punchline, или она you will not understand выдаст it. этот кульминационный You will not момент, laugh at вы that его не joke. поймете, вы не Because посмеетесь it's not над шуткой, the punchline потому что is all about кульминационный timing, момент yes? And so зависит от because the времени. timing hasn't arrived, И поскольку время еще не пришло, no one will understand. никто не And поймет. that's why the funny thing is, И поэтому when somebody is trying to tell a забавно joke, то, что когда кто-то you know that рассказывает this анекдот, person is trying to get вы знаете, что somewhere, этот человек but хочет прийти к until you чему-то, reach the punchline, но пока you have он to не keep дойдет до guessing and кульминационного guessing to a момента, point where it's almost вам annoying. приходится гадать. И до тех Because пор, it пока sort это of, не становится уже чем-то degrades раздражающим. your intelligence. Это как бы оскорбляет ваш интеллект. And so therefore, you, И to a поэтому point where you start to frown almost. вы даже начинаете But хмуриться из-за then, этого. when the time Но затем, is, когда when the time is right, then the Когда punchline приходит is время, given, and возникает it takes кульминация, place. выдается Rather than кульминация, given, it takes или же place. даже скорее она происходит, And then, чем выдается. No matter who you may И затем, be, unless кем бы вы you ни были, cannot hear or unless если только вы не можете слышать, not your language or something, или же это не ваш язык, that if you have a и common ground, common medium, если у вас есть общая основа, общее there средство is no way общения, to stop that laughter. то You will тогда laugh. вы не сможете не рассмеяться, вы So the same рассмеетесь. way, that carefreeness, И точно так that же carefree state вот эта беззаботность, comes about in это that беззаботное, расслабленное состояние So this приходит таким carefree, образом. carefree at the end of the day is enlightenment, yes? В конечном Enlightenment счете это и takes есть place просветление. like that. Просветление Out of nowhere. происходит таким образом, You cannot из ниоткуда. set a plan. You cannot Вы не schedule можете it. составить план, вы не можете сделать расписание. We try to schedule it. Мы стараемся сделать расписание. Of course, it's quite futile, but Конечно, nevertheless, это from a весьма тщетно, bodhisattva's point но of тем не view, менее, с точки they зрения will try бодхисаттвы, to sort of calculate. они как Okay, бы you are scheduling it, but where is the punchline? смотрят, Sort of да, thing. вот If they don't вы see a составите punchline, расписание, they но will где just find it кульминация? humorous. И когда они не видят кульминации, они That's why you have many находят это paintings of смешным. bodhisattvas, Поэтому есть много laughing. изображений бодхисаттв, которые смеются, Be it in most sort of, I think, ancient art, I think you will see most в bodhisattvas большинстве, laughing большая actually. часть древнего Because искусства they can see можно that видеть, что бодхисаттвы You don't have a смеются, punchline, yet you are потому trying to do что the same они thing, видят, and you're у вас getting нет nowhere. кульминации, So но they тем не just менее don't know what to do вы except to делаете laugh то же about самое, it. вы So стараетесь к чему-то that's the прийти, thing. и они могут только That's рассмеяться the way I на understand это, it. вот как я это понимаю. Karmapa, thank you very much for your teachings. It's actually not a question. Кармапа, I большое would like спасибо to за kindly твое ask you спасибо. if you can give us the Я бы Mahakala хотела mantra. Thank you very much. тебя попросить дать нам мантру Махакала. Большое спасибо. Dear Holiness, I have a question about Ваше святейшество, if one would perfect this vigilant вопрос. introspection. Если кто-то обладает совершенным внимательным There самонаблюдением, is words like guarding, protecting. то зачем тогда что-то защищать и Would that оберегать? be enough to То есть, если это в достаточной степени защищает и оберегает,
Недостаточно для этого, для защиты. Зачем нам нужна еще песня Махакала или Махакала Пуджа, и медитация Махакала, как бы это ни назвать? То есть зачем нам нужно это, если внимательное самонаблюдение достаточно надежная защита? Да, она достаточно надежная. Это очень хороший вопрос. То есть так нам нужно стараться увязывать все соединения, все практики, все учения, все практики друг с другом. Иначе мы будем обсуждать, и говорить, и исследовать, как вот, например, эти учения, о том, как быть внимательным, как охранять свой ум снова и снова. И вдруг мы следуем модели того, что мы называем медитацией или практикой, такой как Махакала. Где связь между этим? Это очень хороший вопрос. Молитва Махакала, если открыто сказать об этом, как я сказал вчера, она выдуманная, полностью выдуманная. Конечно, на относительном уровне есть, если взять такую рамку линейной истории, если вернуться на много веков и тысячелетий и эпох назад, то есть это по прошествии, то есть когда-то, какое-то время тому назад, было такое существо, практически он был демоном. То есть, вот Махакала, особенно Бернакчен, на самом деле он был демоном, малоприятным демоном. Кармапа по-тибетски спросил кого-то, не так ли? То есть принц, князь тьмы, дьявол, Эль Диабло. Действительно, если посмотреть в контексте истории, но путешествие очень интересное. Можно относиться к этому буквально, или можно относиться к этому на основе смысла, что потребовался какой-то путь для того, чтобы стать просветленным существом, и это отражает нашу собственную запутанность, наше собственное запутанное состояние ума в виде демона. Или же это так отражается наше эго, как дьявол или дьябло. То есть нынешнее состояние, текущее состояние запутанности в виде такого князя тьмы. И также в этом содержится путешествие, которое приводит к выходу. То есть, и это не что иное, как применение самонаблюдения и внимательности. То есть выглядит это весьма уместным, потому что вот путешествие того индивидуума привело к тому, чтобы он стал защитником. Конечно, это вовсе не буквально, потому что что защищать? Дхарма, Буддха-дхарма или линия преемственности не сделана из камней или бетона, из столов, шелка, тронов. И это не что из этого. Это не человек, который называется учитель, или его какая-то линия преемственности. В конечном счете нет ничего. Поэтому это просто ради формальности кажется подходящим, что вот этот демон, когда он наконец встретился с просветленным существом, с Буддой, он пообещал воплощать, так же как Манджушри, то должен быть воплощением мудрости Будды. Таким же образом, Махакала должен быть воплощением осознанности или внимательности, и все. Затем, конечно,
мы добавляем кучу деталей, и поэтому затем появляется борода, одежды, корона, то есть символизм, согласно культуре того времени, потому что в то время самые сложные религии существовали здесь, в этой стране, передовые, сложные, тогда как в большинстве частей мира они были очень такие практичные и простые религии. Но здесь, в этой стране, то есть была очень передовая, развитая система языка, философская система, и духовицы были очень любезны, что они описывали силы природы настолько подробно, что это почти казалось реальным. Поэтому возникли идеи демонов, и не просто как какие-то галлюцинации, но это можно объяснять, объяснять их происхождение, семейное дерево, перепады настроения и так далее. Поэтому буддизм возник одновременно с этой почти что надоедливой системой духовности, которая все скребет и царапает, и подвергает все вопросам, то есть характеристики и происхождение всего. Поэтому способ Нагарджуны представления Буддхармы такой вневременный, потому что он не пытается ничего защищать, но тем не менее он с помощью серии простых бесед он подвигает сомнению, вопросам основания всего. И через такой процесс у нас возникает вопрос к идее того, что такое реальность. То есть очевидная вещь, такая как демон, это очень легко рассеять, но фундаментальные вещи. Что такое осознание? Что такое внимательность? Это действительно реально, это действительно фундаментально, это абсолютно. Это часть меня или отдельно от меня, которое, что я должен обрести, если я обрету, потеряю ли я это? Или же, если это я, то почему у меня этого пока нет? Вот все эти вопросы. Поэтому вот формат отношения к истории, в формате отношения к истории, также история Махакалы, она является выдуманной. Мы чувствуем себя с ней очень комфортно. Я не знаю, насколько комфортно нам сейчас, когда мы стараемся применять вот эту историю на более широком масштабе, в глобальном, во всемирном масштабе. Поэтому здесь требуется время для того, чтобы понимать и замысловатость ее. Объяснять это новым людям в центре. Объяснять это новым людям в центре, в буддийском центре, довольно трудно. Я понимаю, да. Но если мы понимаем конденсационный момент, что это нечто выдуманное, то будет гораздо легче. Тогда мы будем наслаждаться практикой. Мы можем тогда делать ее вечно. Итак, сейчас мы начнем практику ченрезика. Я уверен, что вы делали ее в течение нескольких последних дней также. Практика ченрези, с ней также, она также выдуманная, история ченрезика. Что такое две руки, что такое четыре руки, все это просто выдумано. Даже если у нас есть две руки, мы можем делать несколько дел одновременно, не так ли? Это показывает, что это просто выдумано. И точно так же мы не должны серьезным образом применять себя, что это практика абсолютная, лучшая,
или же in terms of its grade, с точки зрения ее within the top 5 прелести, or она top входит 10, в 5 лучших, или в 10 лучших, в десятку because лучших, there is a superior one, потому что есть какие-то еще лучше, чем она, so we don't have to feel any и так kind of далее. То inhibitions есть like нам не that. нужно All we do обременять while себя подобными ограничениями. Нам все, что нам нужно делать, the нам нужно noise. просто вот жужжать, издавать этот жужжащий звук. Tibetan is То not есть your language, yes? тибетский это не ваш язык, And to your ears it's just a series и of для noise. вашего слуха это просто ряд шумов, не более того. Действительно. And so you're just humming that. И вы просто вот жужжите их настолько близко, насколько можете, текстом. Probably the good thing is that Наверное, you don't have to worry too хорошая much. черта, Now that хороший аспект этого, I'm a Tibetan, что вам не нужно слишком сильно беспокоиться. Вот я тибетец, когда я декламирую, когда я произношу, то мне немножко сложнее, чем вам, потому что если вот тот, кто ведет декламации, у него есть определенный ритм, и мне нужно переключать скорость моей медитации согласно этому ритму. Я уверен, что вы видели, как мы декламируем Магалу и другие пуджи. То есть мы как бы действительно прорываемся, проламываемся сквозь них. Я уверен, что вы часто это видели. То есть различные сложные пуджи. Если у нас есть только час для этого, мы действительно то есть, очень быстро бьем барабан, чтобы закончить. И в эти моменты от медитации полностью отказываешься. То есть нам трудно даже синхронизировать мелодию. В вашем случае это вам легче, потому что вам не нужно беспокоиться, потому что вы не понимаете язык. Вы можете просто жужжать, как хотите. И фактически у вас больше времени фокусироваться на медитации. На что вы медитируете? Это очень просто. Мы только что это обсуждали. Это действительно шила. Это касается шилы. Или поведения, или этики. Это означает быть этичным в том, как сохранить, можно назвать, сострадание, или язык, который мы уже использовали, как сохранить игривость явлений, которые у нас есть. И вы можете теперь на своем языке, в контексте вашей концепции, я хочу сказать, у вас может быть своя идея, что такое эта игривость для вас. Это может быть любое ваше хобби. Может быть, кого-то из вас действительно интересует изобразительное искусство, кого-то бизнес, кого-то юриспруденция, может быть, кого-то медицина, или наука, или здравоохранение, все что угодно. То есть то, чем вы действительно наслаждаетесь, с чем у вас не возникает чувство стресса ни с какой стороны. Вам нужно просто это скопировать и вставить эту идею на идею сострадания. Вот к чему мы пытаемся, с чем мы пытаемся установить связь с состраданием таким образом. И по какой-то причине, в какой-то момент кто-то почувствовал, что сострадание, кто-то, может быть, спросил, а как выглядит сострадание? А кто-то ответил, может быть, это человек с 4 руками. И все. И поэтому это свидетельствует о том, что это может проявляться в любой форме. Поэтому то, что у вас вызывает наибольший энтузиазм, это оно и есть. Это ваш центр, это ваше эго. Не в плохом смысле, а в хорошем смысле это ваше эго. Это то, кем вы являетесь. Так? И охватываете это таким образом.
everyone, and to all the viewers.